Йоп! Ян, пока мы готовим для вас вторую часть большого выпуска про киберпреступления и будем шарашить вас кибероружием, целевыми атаками, сегодня мы вас прокачаем по другой теме. А точнее, мы расскажем вам то, что вы никогда не слышали о звуке. О звуке. В этом выпуске вы узнаете, что на самом деле представляет собой шкала громкости, какое событие было самым громким в истории, как звучат молекулы и как шум складывается в музыку, и, наконец, почему она нам так нравится. В 2016 году, как многие из вас помнят, я ходил на концерт моей любимой группы Rammstein. Было круто и очень громко. В ушах звенело еще долго, даже проснувшись на следующий день, все равно звенело. А что если бы я вырос в эпоху самых громких концертов в истории? Лет 40 назад. Официально самым громким концертом было признано выступление The Who в 1976 году. Он вошел в Книгу рекордов Гиннесса со 126 децибелами. Но, говорят, было кое-что погромче. AC/DC во время своего знаменитого черного тура заявляли, что выдают все 130 децибел, а KISS на выступлении в Оттаве выдали самый громкий концерт в Солнечной системе – 136 децибел. Это при том, что болевой порог в 120 децибел. На концерт приехала полиция и попросили сделать чуть-чуть потише. Но я уверен, что полицейские не в курсе, что их сирена идет следующей в шкале уровня после болевого порога – 130 децибел. Дальше только старт космической ракеты, смертельный уровень и шумовое оружие. Пожалуй, стоит начать с того, что такое звук. Все говорят, что это не более чем упругие волны, распространяющиеся в пространстве. Если сказать громко это вызовет движение частиц в воздухе, и многие подумают, что звук распространяется вот так, волной, потому что наверняка видели вот эту гифку. Похоже на движение змеи, да? На самом деле звук распространяется вот так. Больше похоже на движение червяка, чем змеи. Хоть это и похоже на волны, но приглядитесь, смотрите на эту красную точку. Она, как каждая отдельная частица, движется только вперед и назад, возвращаясь обратно на свое же место. Ее как бы толкают, и она передает импульс другим и возвращается обратно. Так звук работает в воздухе, в воде и под землей. Поэтому землетрясение, по сути, это огромная звуковая волна, проходящая по нашей планете. Звук в Земле путешествует с гораздо большей скоростью. В воздухе мы сначала видим молнию, а потом прилетает к нам звук. Из-за разного расстояния между молекулами в воздухе, воде и твердых веществах, типа стали, скорость звука будет тоже разной. Смотрите, как медленно идет волна в воздухе и как быстро в воде и стали. Если у вас работает два уха, вам повезло. Вы сразу можете определить, с какой стороны вас зовут. Расстояние от источника до каждого уха почти всегда разное. Поэтому звук до одного уха долетает чуть быстрее, чем до другого. И мозг за доли секунды производит вычисление и тут же понимает, откуда идет звук. Это же позволяло вот этим ребятам понимать, откуда летит самолет. За счет большого расстояния от рупоров они очень хорошо пеленговали любой вражеский самолет. А вот человек глухой на одно ухо не сможет понять, где находится источник. Удивительно, да? Но вернемся к войне. В это время начали появляться мощные радары. И если подойти к нему близко, можно услышать вот такой звук. Так происходит из-за того, что микроволновое излучение нагревает наше внутреннее ухо, как курочку в микроволновке. В этом не участвует барабанная перепонка. Фактически звук рождается прямо за ней. Ученые даже пытались передавать таким способом слова. Технология называлась «голос сразу в череп». Известно, что человек воспринимает звук от 16 до 20 тысяч герц. Эти ограничения не дают нам услышать звуки Земли, Юпитера, Солнца и Вселенной. А также не дают услышать жгутики бактерий и броуновское движение пыльцы в воде. Это столкновение молекул воды и пыли, похоже на водопад, только молекулярный.
Мы не называем это звуком. Звуком мы называем только то, что можем услышать сами. Это колебания от 0 дБ до 194 дБ. Хорошо рассказал про децибелы Дима Побединский. Посмотрите его ролик. Там он затронул тему мощности и рассказал, почему абсолютная тишина — это 10 дБ. А звук ракетного двигателя, который в миллион миллиардов раз интенсивнее, всего 150 дБ. И если вкратце, то 10 дБ мощнее в 10 раз 0 дБ. 20 дБ мощнее в 100 раз 0 дБ. А звук в 100 дБ в 10 миллиардов раз мощнее звука в 0 дБ. Максимальная громкость на нашей планете — это 194 дБ. Но на Земле можно создать событие с очень большим количеством энергии и перейти границы в 194 дБ. Правда, при этом звук в 195 дБ перестанет быть звуком. Он перестанет передвигаться по воздуху. Вместо этого он начнет его толкать. Такое происходит при взрыве. Резкий скачок давления, а за ним долгое, но слабое разряжение. И вот на этом этапе люди это называют ударной волной. Это барьер сверхсжатого газа, который сносит все, что находится на его пути. Это все равно, что столкнуться с горячей кирпичной стеной, которая не только ударит по всем частям вашего тела, но и пройдет сквозь них, превращая кости в порошок, а органы в суп. Когда взлетала Сатурн-5, самая большая из созданных ракет, звуковые волны были настолько интенсивными, что они могли зажечь траву на расстоянии в милю. Ракетные пуски создают такой мощный звук, что приходится заполнять пусковую площадку водой, чтобы звук не повредил саму ракету, которая его издает. Дым от ракет при запуске — это и есть пар от воды. Взрыв бомб над Хиросимой и Нагасаки создал ударную волну в 200 дБ, которая пролетела 11 км за 30 секунд. Но было кое-что погромче. Самым громким событием в современной истории является извержение вулкана Кракатау в 1883 году. Извержение полностью уничтожило острова и вызвало одно из самых смертоносных и далеко идущих цунами в истории. Ударная волна 4 раза обогнула планету. Звук был настолько сильный, что был слышен в Австралии, а находившимся в 64 километрах матросам разорвало барабанные перепонки. В самом эпицентре было предположительно 310 дБ. Это в миллиарды раз громче бомбы в Хиросиме. Люди сравнивали это с судным днем. Именно красное небо после извержения вулкана Кракатау изображено на картине Мунка «Крик». Да, я тоже, как и многие из вас, думал, что вулкан — это просто столб дыма, магмы, куча сероводорода, солнечные лучи не проходят на поверхность Земли, и вот такие вот всякие не очень качественные для жизни условия. Но в первую очередь это разрушительная сила звука. Смотрите, и вы сами все поймете. Это версия на минималках извержения вулкана Тавр-Вур в 2014 году. Преодолеть такую мощь, как взрыв вулкана Кракатау, можно, улетев с Земли. В межпланетном пространстве царит гробовая тишина, но считать космос немым неправильно. Солнце — это огромная колонка, которая генерирует от 1000 до 10 тысяч ватт звука на квадратный метр. Это в десятки раз более громкий звук, чем концерт Kiss в Оттаве. Если бы пространство могло передавать звук, то до нас доходила бы его мизерная часть, которая излучается в нашем направлении, и мы бы слышали вот это. Только на громкости проезжающего мотоцикла везде, всегда, абсолютно в любой точке Земли. Вряд ли кому-то из вас будет приятен даже самым матерым байкером чистый звук мотоцикла вот на такой громкости постоянный, да? Это прежде всего шум, а не чистый звук. Шум — это хаос. И когда колебания в нем структурируются, то шум становится звуками, а звуки могут стать музыкой. Самые приятные звуки мы называем нотами. Если вы можете отличить звуки разной частоты и увидеть в них ритм, значит, у вас развит музыкальный интеллект. Как IQ или эмоциональный интеллект, только про музыку. Его можно проверить прямо онлайн. Ссылку я оставлю в описании. Там вы можете проверить, страдаете ли вы амузией, то есть
редчайшим расстройством, при котором люди не испытывают кайф от музыки. Проверьте себя. Вдруг вы страдаете амузией по ссылке в описании. Как вы понимаете, я не страдаю амузией. Это доказывает мое количество кассет, которых я оставил себе на память с детства. Вообще, у меня очень хороший вкус, на самом деле. А вот мой плеер кассетный. Я купил его, когда мне было 15. Пыльный такой. Он до сих пор работает. Здесь даже кассетка вот старая. Транс 2004. Спустя 2 года после покупки плеера, я так понял. Старые Prodigy. Заценим? Вот такие чудеса. Мы только что нырнули с вами в машину времени в 2004 год. В детстве разбираться с актуальной музыкой мне было очень просто, потому что и направлений-то было там 20 от силы. Это вот то, что доходило до Саранска. Продавали поп, рок, транс, бутырку, Акулу, Рамштайн, Продиджи и сборники. Вот из них-то я и узнавал других интересных мне исполнителей. Вот так выглядели лицензионные сборники. Это что-то типа Best DJ Trance 2004 или там Best Chill Out 2004 тоже. Но самые гениальные, они выглядели черно-белые. На принтере печатались просто песни, назывались как-то типа New Club Music 2001. Это вообще супер самопал, черно-белая картинка с машины. И сами кассеты они переписывались с настоящих сборников, делали свои сборники, которые хотели. Потом клонировали эти сборники тоже у себя дома и продавали обычным парням вот на мордовском рынке. Там за 30 рублей можно было купить какой-нибудь прогрессив, и из этого сборника можно было узнать какого-нибудь нового исполнителя. Зачастую это был даже не тот исполнитель, потому что там все мешалось. Диджей-аллигатор мог быть диджеем-терминатором. Сейчас времена другие, и сборники, те самые ламповые, превратились в умные плейлисты. И это нужно использовать. Я просто не вижу причин отвергать прогресс. Что делаю я? Я включаю плейлисты, которые были собраны нейросетью специально под мои предпочтения. Посмотрите, плейлист-перемотка. Об этом в детстве можно было только мечтать. Это треки считаются самыми-самыми частыми, которые я прослушал за 2018 год. Это там Nothing But Thieves, типичная вечеринка в бассейне, Ханна Монтана, Дарут, Justice, потому что они приезжали, я ходил на их концерт, Massive Attack, Prodigy, Passage, Boys Noise. Все, что я люблю, все просто в одном плейлисте. Плейлист дня — шикарнейшая вещь. Каждый день я получаю порцию свежих треков в моем вкусе. Сходу. Гессе Фельштейн, вау. Виталик, вау. Клаксонс, Лорн, Буйрак, много знал. Все, что я люблю. Плейлист премьера — это вообще супер. Этот плейлист предлагает вам новинки специально под вас. Здесь для меня и обладает, и Noisia, и Chemical Brothers, и Дорн, ну и Фадеев здесь затесался. Я просто недавно слушал, чем он занимается сейчас, и какие были крутые его первые работы. Вот сейчас я не шучу, я каждый день открываю Яндекс.Музыку и смотрю, что мне предлагает плейлисты на сегодня. Алгоритмы Яндекса работают отлично, они работают на пользу. Каждый плейлист я открываю и вижу свои предпочтения, то, что я люблю, то, что я мог бы послушать и не отказался. О, даже Summer of Haze есть здесь, представляете? И знаете, я хочу поделиться своим плейлистом дня с вами. Он будет в описании, я его оставил. При этом он каждый день обновляется. То есть вы зайдете сегодня, он будет такой, зайдете завтра, он будет немного другой. Добро пожаловать в мой плейлист дня. Слушайте то, что слушаю я. Этот плейлист точно расскажет о моих музыкальных предпочтениях. Но я хочу знать, какие у вас вкусы. Да? Напишите своих любимых исполнителей в комментарии, которые мне близки, я залайкаю. Сами лайкайте и выводите в топ своих лучших исполнителей, своих любимых исполнителей. И посмотрим, насколько мы с вами близки по вкусам. Ну, а я хочу подытожить этот выпуск. Готовя этот материал, я часто задумывался, насколько громко зарождалась Вселенная. Было ли это самым громким событием во Вселенной? И знаете что? Нет, не было. Звук — это относительное понятие. Не бывает звука без человека и музыки без аудитории. И как обычно, прокачивай свои мозги. Пока.